Всем добрый день. Мы вот заканчиваем сегодня бегать в собачьих упряжках. Сегодня последние соревнования, которые возможны в связи с температурными условиями. Объясню почему. Для собак очень важна критическая температура. То есть критическая температура — это плюс 15 градусов, после которой собаки в принципе потом не бегут. Они начинают бежать рысью, и ты никаких результатов с этого не покажешь. Поэтому все гонки проходят в ужесточенном температурном режиме до 15 градусов. Я и моя жена, мы уже пробежали, сейчас маленько отдохнули. Я вам хочу рассказать о том, как устроена в принципе наша дисциплина. Это байк «Одна собака». Что нужно для того, чтобы вас допустили к соревнованиям? Ну, перво-наперво нужен сам велосипед. Должны быть обязательно скорости для того, чтобы ты мог компенсировать время разгона до своего пика, для того, чтобы собаке было легче бежать. Собака по правилам должна бежать всю дистанцию впереди велосипеда. То есть если ты опережаешь собаку, тебе могут дать штрафные баллы, а могут вообще снять с дистанции. Мы не бежим на поводке, мы бежим со специальным приспособлением. В простонародье вот это называется удочка. То есть она крепится вперед сюда вот так к велосипеду, для того, чтобы сам трос, называемый так потяг, не запутывался в переднем колесе. Это, логика и принцип действия понятен. То есть мы цепляем потяг, цепляем удочку, протаскиваем потяг через пружины, все остальное, и выводим здесь. То есть получается, что приблизительно у нас потяг будет где-то висеть вот так. То есть и там уже дальше у нас впереди условно бежит собака. Конечно, бывают случаи, когда потяг просто прокручивается по велосипеду, ты просто стоишь, прокрутил колесо и поехал дальше. Зачастую такого не случается, это специально сделано для того, чтобы обезопасить в первую очередь собаку от травм и во вторую очередь обезопасить самого каюра, чтобы он не травмировался. Да, для того, чтобы собака бежала хорошо и не уставала, то есть не бежим тоже на ошейнике, а бежим в специальных таких вот шлейках. Это специальные ездовые шлейки, которые, когда ты надеваешь ее на собаку, у тебя идет распределение нагрузки. Если ты побежишь на ошейнике, у тебя давление, то, которое ты даешь для того, чтобы бежать, переходит на горло. То есть собака может просто-напросто задохнуться. Здесь же у нас получается, что здесь у нас условно голова, и весь вес переходит на грудные мышцы собаки, то есть получается вот так, здесь голова, вот пошел вот эта вот штука, она как раз проходит по груди, и за счет этого он начинает тянуть. Шлейка выполнена таким образом, что она цепляется к потягу условно, то есть потяг заканчивается здесь, шлейка заканчивается вот здесь, вот так, то есть где-то на такой высоте бежит собака, то есть шлейка идет на тяг, и получается, если даже просто его натягивать, сразу видно, что натягивается вот это получается условные наши плечи и грудной отдел. За счет этого собаке проще бежать быстрее, она быстрее бежит, показывает лучшей скорости, и тем самым вы выигрываете соревнования. У родителей всегда были собаки. Это чаще всего были лабрадоры. Не чаще всего, это и были лабрадоры. И сейчас у меня у родителей есть лабрадор. Но так, чтобы вот именно завести беговую спортивную собаку, я, наверное, не дозрел. Я не готов, наверное, с ней носиться так по лесам, Вот, я немного за другой активный отдых, не связанный с собаками. Зимой еще, когда у Феди не было прав, возил его с собаками разочек на тренировке, он попросил. Ну и вот в постсезона уже, когда отпуск начался, то есть, считай, второй раз приехал уже на соревнования посмотреть на его забег. Ну и ребенка порадовать, чтобы она потискала собак. Радости были полные штаны у нее, поэтому приехали поддержать. Первый этап я стартовал сегодня в 10 утра, я пробежал, получается, 3 километра за 8, где-то за 8:30. Вот. У меня средняя скорость была чуть больше 20 километров в час, и я выиграл от второго места 13 секунд. Стартуем мы с разницей в 1 минуту в моей дисциплине. Вообще можно сделать и 30 секунд, и 2 минуты. Это все по желанию организаторов. А вечером я стартовал в 16:30, это получается 6 часов. Но это, честно, для человека, в принципе, возможно и нормально для отдыха. А для собак это, конечно, тяжело, потому что они восстанавливаются значительно дольше, чем люди.